Совсем немного автобусов из советского детства оставили яркие воспоминания. Одним из них был ЛиАЗ-677 «Луноход», про который мы рассказывали в одном из прошлых выпусков. А другой памятной машиной, конечно же, был Икарус. Конечно, в нынешние времена трудно себе представить, что еще не так давно одним из способов прокатиться на иномарке была поездка на Икарусе. Венгерская машина казалась образцом современного дизайна. Квадратно-кубическая, с панорамным ветровым стеклом, большой площади и агрессивным передком с 4 круглыми фарами, надписью на латинице, не могла оставить равнодушной советскую школоту. Икарусы, безусловно, выглядели престижнее, чем ЛАЗы или АЗы, колесившие по стране. Кстати, в венгерской транскрипции правильнее было бы читать название марки как «Икаруш». Чуть попозже мы соберем все наши воспоминания об особенностях поездки в венгерских автобусах, а пока совсем немного истории. Венгерские автобусы марки Икарус массово поставлялись в Советский Союз с конца 60-х годов. За 4 десятилетия в СССР было ввезено 143 тысячи автобусов, которые бороздили просторы Родины на городских, а также междугородних и международных маршрутах. Венгерская машиностроительная компания, специализирующаяся на производстве автобусов в 70-80-х годах прошлого века, считалась крупнейшей в Европе. История компании началась в 1895 году в качестве кузнечно-каретной мастерской в Будапеште. В свои лучшие времена Икарус выпускал до 14 тысяч автобусов в год. А что сейчас? А сейчас славной компании похвастаться нечем. Производство уничтожено, классные специалисты уже давно разбежались по другим автомобильным компаниям. Ну давайте вернемся к автобусам. Если честно, наибольшее восхищение вызывает у меня модель из 50-60-х годов, обладающая просто космическим дизайном. Машина потрясающей красоты. Конечно, совершенно не лишенная недостатков, но с эстетической точки зрения вызывающая бурю эмоций. Больше нам знакомы машины из 80-х. В салоне Икаруса было достаточно комфортно, а большинство водителей ценило этот аппарат по своим сугубо специфическим причинам. Ходят байки, что на автобазах ради получения нового автобуса венгерского производства ускоренно расходовали ресурс советских ЛАЗов и ЛиАЗов, чтобы как можно раньше добить свой автобус и получить новый. За право водить Икарус часто разворачивались нешуточные войны, и стать водителем Икаруса в СССР было дано не каждому. Этот автобус – иномарка во всех смыслах слова. Он удобен в управлении, комфортен, надежен. Но он также требует и грамотного обслуживания, качественных запчастей и расходных материалов для этих обслуживаний. К сожалению, в условиях советских автопарков, особенно небольших, далеко не всегда удавалось дать Икарусу все, что ему было необходимо, начиная с квалификации обслуживающего персонала и заканчивая качеством ГСМ. Все это зачастую шло во вред импортной технике. В ремонте для водителей, да и для слесарей этот автобус представлял немалые сложности, с которыми иногда приходилось справляться в дороге. А что мы можем вспомнить как пассажиры этих автобусов? Войдя в салон автобуса, ощущение было приятным. Обзорность, внешний вид, простор, комфортабельные регулируемые сиденья. Это, конечно, касается междугородних автобусов. Ну, что тогда еще хотелось советскому человеку? Городские автобусы Икарус 260 и 280, так называемая гармошка, эксплуатировались по полной программе. Большая задняя накопительная площадка позволяла перевозить крупный багаж. Проход по салону широкий, потолок высокий.
Потолочные люки большие, поручни, сиденья, все отличалось в лучшую сторону. Со стороны пассажиров нарекания поступали в основном в отношении отопительной системы в холодный период, а также к специфическому запаху дизеля. Как обычно, школота прижималась поближе к водительскому месту и разглядывала приборную доску с разноцветными клавишами. Читали названия по-венгерски, «Озор», например, а уж сколько было детских вариантов прочтения названия «Икарус» уже и не сочетать. Я, например, читал это слово как «икопис». Почему? Не знаю. Гармошки любили кататься на кругу сочленения. Это было удовольствие, сопоставимое с катанием на аттракционах. А еще гармошка за счет своих размеров имела больше посадочных мест и было больше шансов занять свободное сиденье. На междугородних маршрутах всегда очень хотелось, чтобы подошел именно Икарус с удобными креслами. Стоишь под палящим солнцем на остановке, ждешь Икарус, а подъезжает, как обычно, Пазик или Лиаз. Нельзя не упомянуть трагический момент, связанный с этим автобусом. В Латвии смертельным исходом закончилось столкновение автомобиля «Москвич» под управлением известного рок-музыканта Виктора Цоя с автобусом «Икарус». Но автобус тут совершенно ни при чем. Своими воспоминаниями о Икарусе вы можете поделиться в комментариях к этому видео. Ну а воспоминания Техноенота сугубо положительные. И хочется закончить этот рассказ строками из песни группы Чайф «Оранжевое настроение». А я похож на новый Икарус, а у меня такая же улыбка, и как у него оранжевое настроение. Спасибо за просмотр. Если информация оказалась интересной, то ставьте большой палец вверх и подписывайтесь на Техноенота. Пока!